Этики. Так, сейчас я вас найду, девочки, мальчики. Так, кто-нибудь, отзовитесь, пожалуйста, есть кто-нибудь здесь? Сейчас найду вас. Не вижу свой стрим, не вижу комментарий. Ага, вот нашла. Ну что, я сама с собой разговариваю. Так, кто к нам подтянулся, отзовитесь. Всем приветики. Как вам слышно, как вам видно? Сейчас я задний фон прикрою широкой грудью. Ой, вот так. Это у меня там варенье, девчонки, под одеялами. Так, ну что, кто смотрит, отзовитесь. Всем приветики, какие у вас новости? Что у вас случилось новенького? Как у вас дела, девчата, мальчики, девочки? Приветики, приветики, привет, Танюш. Кто еще у нас тут? Приветики. Таня, у вас так же холодно, как у нас? Мы отопление включили уже вчера и сегодня. Так холодно было. Привет, привет. Татьяна, добрый вечер. Жанчик, приветики всем. Всем приветики. От Жанны тоже. Слушайте, девчата, у нас такой колотун. Мы приехали из Италии, мы тут замерзли. 2 дня была, наверное, 2-3 дня была хорошая погода, такая более или менее солнышко было. Да, похолодало вот у Тани. Привет, Нона. Вот похолодало у нас, было неплохо до вчерашнего дня. Вчера было тоже достаточно тепло, хотя пасмурно. А ночью уже пошел дождик. И вот у нас мы вчера уже включили отопление, сегодня тоже. Ну, рассказывайте, девчонки, какие у вас новости, что у вас приключилось. Хотела вчера выйти в эфир, но я так замудохала, что даже некогда было это самое причесаться, вот как говорится, да? Как раньше говорили, некогда было в Facebook заглянуть. Так что вот так вот. Девочки, мне одна женщина сделала такое одолжение. Когда, помните, я говорила, что я пошла на рынок. Привет, Галь, привет. Сентябрь чудесно, а у нас холодно. Вот помните, на рынок, когда я вышла, там ко мне подошла женщина незнакомая и спросила, не нужны ли мне райские яблоки. Называются они crab apples, вот такие мелкие, как наши райские. Я говорю, конечно, нужно, потому что я хотела купить дерево, просто мне его некуда посадить. У меня несколько яблочных несколько деревьев яблока. Вот, и вот эти уже посадить некуда. Привет, Регина, в Америке тоже холодно. Вот, как и у нас. Вот, и думаю, ну, слушайте, отлично, и не надо сажать яблоко. Говорю, да, конечно. И мы с ней договорились поменяться, я ей пообещала. Привет, Ирма, погрелись, вот, холодно у нас, и Галя. Приветики, девчонки, приветики, как рада вас всех видеть. Ну вот, значит, я ей пообещала вот эти наши брамли, яблоки такие зеленые, они у нас называются cooking apples, которые, ну, только в готовку идут, они сухие и кислые, вот, из них делают яблочный пирог. Привет, тезка. Вот, и мы, значит, с ней обменялись. Слушайте, мы с ней договорились встретиться. Она привезла мне 2 ведра яблок, девчонки. 2 ведра, представляете? Я, значит, сварила этот самый сироп. Яблоки эти перебирала, наверное, полдня, потому что часть из них была, видимо, ну, эти падалица, а часть она, наверное, сорвала и вместе их смешала. И вот я перебирала эти яблоки. И вот представляете, видимо, сорт такой, да, что как только я их бросила в горячий сироп, я обычно так и делаю. Варю сироп, накалываю яблоки этими деревянной зубочисткой и бросаю их в горячий сироп, оставляю на какое-то время, потом варю по типу 5-минутки. Ну и что? Привет, привет, Анечка.
И они у меня, как только я их бросила, они начали развариваться. Представляете, они прям на глазах начали разваливаться. Потом я их выдержала, вот прям горячий сироп, в горячий кипящий сироп бросила, оставила на какое-то время. Потом, не на какое-то время, пока они не остыли. Потом, значит, когда начала варить опять, я даже 5 минут, наверное, не поварила, они у меня на глазах все разварились. Представляете? У меня чуть инфаркт не был. И я вот с ними вот так вот мудохалась, по 5 минут варила, думаю, ну теперь уже надо доваривать, что смысл-то по 5 минут, ну типа 5 минутки, да? В общем, смотрела на них, там штук 10, наверное, осталось целых, остальные вот прям в кашу. Причем они же с палочками, с вот этими хвостиками, с семечками. Ну и что вы думаете? Я говорю, ну вот действительно, проще было выбросить, просто было жалко как бы и сахара, и сиропа, да, вот этого всего. И думаю, ну что делать? Наверное, перетру. И вот я вчера стояла, их пока еще перетерла. Потом, ой, короче, перетерла и закатала в такие литровые банки. Думаю, ну, во-первых, там пойдут они, знаете как, получилось жидковато, конечно, но пойдут, если вот что-то с чем-то добавить, вот яблоки, допустим, да, ну, добавить еще что-то, вот, тогда можно их просто открыть, добавить еще какие-то или ягоды, или фрукты и сделать нормальное варенье. Вот, пожалуйста, в Италии жара, а у нас опять холодина. В Италии должно быть тепло. Привет, Танюша Кондратьева, всем приветики. Короче, девочки, вернулись мы из Италии. Я вам скажу, сказала, все, больше не поеду, ваша очередь. Вот теперь вы к нам приезжаете, а то прям безобразие такое. Девочки, нас встретили в Новой Англии, популярное варенье из райских яблок. Привет, привет. Ир, ну как у вас там? Нормально? Ты смогла подключиться, я смотрю. Привет, Ирочка наша в Москве. Там тоже у них это напряженно, напряженно. Мы следим за событиями. Ничего себе популярное варенье. Я варила, главное, у меня есть варенье, там несколько баночек, они остались такими целыми, все нормально было. А вот этот, видимо, такой сорт просто получился. Не знаю, короче, не удалось. Варенье не удалось. Вот, но я, правда, с ним провозилась, это я не знаю. Здравствуйте, Надя. Короче, девочки, поехали мы в Италию. Девчонки, как нас там всегда встречают. Мне прямо уже сказала, все, Жанна, Массимо, я тебе вот сейчас с экрана говорю, в следующий раз мы вас ждем в Ирландии. Я уже Массимо напрягла, сказала, Массимо, чтобы к январю берите билеты. Жанчик меня постригла, да, немножко постригла. Мы сначала постриглись так, вот как я обычно стриглась, смотрели на меня, смотрели, и не понравилось, ни Жанне не понравилось, ни мне не понравилось. Потом мы решили немножко еще укоротить, в общем, сделали вот так, потом еще решили челку укоротить, и в итоге получилась вот такая прическа. В общем, я там пробыла 3 дня, и она мне 3 дня достригала все время. То проснемся, посмотрим на меня, говорим, нет, давай еще вот это сделаем, давай еще вот это сделаем. Как мне Анечка сказала, полетела в Италию стричься. Вот, правильно, Аня. Жанна, ты меня слышишь? А ну-ка быстро напиши в это, что ты меня слушаешь. Жанчик, напиши, что ты слушаешь. Пусть едут. Девчонки, расскажу вам, как нас встречают. Я, кстати, почитала у нее там комментарии, и так мне стало обидно, знаете. Ну, в общем, кто смотрит ее, там, почитайте и посмотрите, что там это. Ольга, здравствуйте, Оля. Вот, написал там кто-то, в общем, про Массимо. Слушайте, девочки, Массимо, это просто, я не знаю, таких людей, я не знаю, их просто носить на руках. Во-первых, мы когда к ним приехали первый раз, да, я вам уже это говорила, мы приехали первый раз, мы познакомились в интернете, мы могли быть маньяками, серийными убийцами, кем угодно. Ладно, там Жанна знала, что мы с ней в одной школе учились, хотя мы в школе не пересекались, но мы жили с ней в одном районе, вот, да-да, конечно. Вот. И мы жили в одном районе, мы учились в одной школе. Ну, понятно, что она как бы, вот, ну, хоть приблизительно знает, да, где я живу, ну, как бы имеет представление, кто я, что я. А Массимо, просто мы люди с интернета, к нему приехали в гости. Девочки, мы первый раз приехали, да, он нам не дал потратить ни одной копейки, он нам даже за билеты на автобус не дал заплатить. Понимаете как? Нас вот только единственное, что нас на руках не носили, нас поили, кормили, развлекали, водили по всем самым таким этим, как сказать, достопримечательностям. Мы первый раз поехали всего на 2 дня, и, ну, я не знаю, как нас встретили. Я думаю, что даже родных обычно так не встречают. Вот что нам только вот дом не привязали за нами и не прислали это в Ирландию.
Потом, вот сейчас потом мы ездили на свадьбу, точно так же. Масим у нас принимает всегда, как родных. Мы с ним уже объясняемся на пальцах, он уже понимает, что мы говорим. Слушайте, я в жизни столько не смеялась, сколько за эти 3 дня мы насмеялись. Ну, я не знаю, девочки, ну как можно Масиму обвинять в том, что он не принял семью, или там он Милану не любит. Он с ними тютехается, там по первому зову, бежит там Милану куда-то отвезти, привезти. Ну, короче говоря, я была на автобусе, куда мы катались, не помнишь, во дворец, вот эта маршрутка, которая нас везла наверх. Мы уже когда не в силах были идти. 2 евро стоил билет, я тебе в жизни это не забуду. Вот они нам не дали заплатить, мы там в маршрутке чуть не подрались. Ой, девчонки, сколько мы смеялись. Последний день, кстати, завтра обязательно посмотрите видео. Последний день уже, мы уже есть не могли. Нас там откормили, я приехала, я ни в одни джинсы не влезаю, все из-за тебя, Жанна и Массимо. В общем, нас кормили как на убой. Мы только сядем. Жанна опять, ой, слушайте, у меня еще вот это есть, давайте попробуем, давайте попробуем. Под конец я Массимо говорю, Массимо, вот 10 часов закрывай холодильник и никого в кухню не пускай до 9 утра. Массимо пошел, с таким деловым видом идет. Мы девочки упали, говорит, слушайте, он вам сейчас правда закроет холодильник. Жанна кинулась к холодильнику, Ира кричит, доставай все, что успеваешь. Жанна кинулась к холодильнику, я ее оттаскивала. Жалко, никто не снимал. Но мы столько смеялись. Пришел Массимо. Вот посмотрите завтра видео, что он сделал. Мы просто вот не могли от смеха. Мы с утра до ночи смеялись, как сумасшедшие. В общем, такая компания у нас подобралась, просто вот обалденная. Мы так особо никуда, ну, мы не собирались, мы не хотели никуда. Я с Жанне сразу сказала до приезда, говорю, пожалуйста, не надо нас мы хотим просто посидеть, просто поболтать, как бы пообщаться. Ну, так вот мы провели чудесное время. Я не знаю, девчонки, это такая семья. Нас Фердинандо, ну, вот понимаете, как к Жанне приехала двоюродная сестра и Миланина тетя, да? Они родные люди, а мы просто друзья. Тем более мы такие друзья, да, которые мы вот познакомились в интернете, понимаете, как мы не дружим с детства. Хотя вот я Жанне сказала, у меня нет сестры, да, но вот она мне уже как сестра. Вот я ей могу и все сказать, и рассказать, и она, я надеюсь, точно так же. Нас Фердинандо последний вечер повел в ресторан. Ну, это вообще, я говорю, можно дома посидеть 1 день? Нет, нам на пиццу, в ресторан, и туда поехали, и сюда поехали, давай это приготовим, давай то приготовим. Я говорю, слушайте, ну, я не знаю, все, Жанчик, не поедем мы больше в Италию, пока вы сюда не приедете сами. Вот, слышала? Бери билеты. Они к вам приедут, ты их тоже кормить до упаду. Я им устрою, Галь. Вот посмотришь, они у меня пироги будут есть. Кстати, Массимо, представляете, ел мои пироги и нахваливал. Причем ел пироги с черемшой, с дикой, с черемшой, с чесноком диким, хотел сказать, с черемшой пироги. Ел, Жанна говорит, он чеснок выбирает в еде. А тут пироги ел, представляете? Так что приедут, я им тоже покажу. Да, Регина, я вообще вот, ну, знаешь, как вот обычно бывает, как тяжело, ну, вот уже в зрелом возрасте, да, найти таких друзей, с которыми, как сказать, с которыми находишь очень быстро общий язык, да, не так, что вот, ну, бывает же много хороших знакомых, много хороших друзей, но как бы вот, как сказать, встречаешься, общаешься. У меня очень много ирландцев, таких друзей, с которыми спокойно можно позвонить и приехать. Добрый вечер, Оксана. Вот, Юля, здравствуйте, девочки, с кем не поздоровалась, вроде со всеми. Олечка, это Ода, добрый вечер. Оля, Ирма, девочки, со всеми, надеюсь, поздоровалась. Вот, и это самое, очень трудно, конечно, найти таких друзей, но тут, я не знаю, девчонки, это вот что-то. Добрый вечер, всем-всем-всем. Вот так вот мы съездили в Италию, нас там, ну, я не знаю, нас встретили так, что это просто, я даже не знаю, как ну, мне кажется, лучше, чем родных. Вот. С нами и Милана, и Фердинандо. Бедный Фердинандо работал тоже то на работе. Милане тоже, ну, тоже, знаете, как Милане уже на работу пора выходить было, тоже ей то туда бежать, то сюда. И все равно они находили время еще и к нам забежать, и с нами пообщаться, и нас куда-то там пригласить. В общем, ну,
отлично, отлично нас встретили и это самое, отлично нас принимали, приучила, молодец она. Вот вы знаете как, очень трудно, Галь, приучить иностранцев к нашим как-то вот обычаям, да, вот я смотрю несколько блогеров, которые замужем за иностранцами. Ну да, они, конечно, подстраиваются. Вот я по своим смотрю, Оксаночка даст, ну, я помню вас по комментариям, я знаю, что вы из Москвы, мне очень приятно, что находите время. Я только что сказала, что у вас там, я слышала, что у вас там напряженная немножко обстановка, так что я надеюсь, что все хорошо у вас. Вот. Новости такие со всех сторон не очень, но что делать, девчата? Такая жизнь. Чудесный человек, Галя, да, действительно. Она вот спокойно с ним, знаете, вот спокойно. Что-то нужно, ну, хорош нахваливать. А ты застеснялась, да? Жанна не привозила Массиму в Осетию? Я не знаю, по-моему, в Осетию нет, да, Жанчик? В Осетию уже он не приезжал, он, по-моему, приезжал в Москву, если я правильно помню, а в Осетию нет еще. О, если он еще в Осетию поедет, представляете, у него аллергия на алкоголь. Вот как нужно заработать себе аллергию на алкоголь, это же вообще. Массимо был в Москве, да. Это в Осетию приехать, это же вообще, что он там делать будет, если он не пьет? Я шучу, конечно, но он как зять, он должен будет это, ну как, не, прислуживать не очень хорошее слово, но как бы со старшими там это, общаться за столом. Ирма, скажи мне, пожалуйста, вот у меня возникает, иногда у меня возникает такое вот прям чувство, что ты в Осетии, а иногда возникает чувство, что ты не в Осетии. Скажи мне, где ты? Где ты живешь? Довольно будут. Да, Оля, я решила пока оставить. У меня была когда-то стрижка каре. У меня, знаете, девочки, в чем проблема? У меня с возрастом вот эти волосы, вот смотрите, как они завиваются в разные стороны. Видите, вот эти вот сюда, и эти вот с этой стороны они хорошо ложатся. А вот с этой стороны, вот что я с ними не делаю, да, они вот выкручиваются. Видите, как они выкручиваются? Вот, и их уложить очень сложно. Вот когда же она первый раз к нам приехала, а мы что хуже? Не хуже. Мы тоже. Почему хуже? Не хуже. Вот, ну, я же говорю, вот девочки, вот как мы подружились, да, Ир, вот в таком возрасте, и мы еще нашли себе подруг. Да еще каких. Вот. Ну вот смотри, Тань, я пытаюсь, Таня, выпрямлять плойкой. Они у меня выпрямляются и даже вот так вот раз, и потом через какое-то время Девочки, вы знаете, сколько денег я потратила на химию в свое время? И сколько я спала на бигудях, чтобы только вот иметь какую-нибудь более или менее приличную прическу. Я только, вот я могла, у меня голова, помните, были вот эти металлические бигуди раньше? Потом появились эти пластмассовые, мягкие, потом появились бигуди. А вот эти вот металлические, я утром вставала, у меня голова вот прям от них болела. Я доходила до остановки, которая от нас в 2 минутах ходьбы, да, и все, и у меня волосы во все стороны торчали, и как и не было всей этой мучительной ночи. Вот. Но она, Регин, завивается не в ту сторону. Вот если бы они обе у меня стороны вот так хорошо ложились, вот. Мне Жанчик сказала, что нужно осушить. Я же не сушу волосы. Я вот утром, особенно когда я на работу иду, я просто встаю и пошла на работу, да, и они ложатся как хотят. Но на работе мне все равно, потому что я закалываю волосы. Вот. А когда я дома, я так иногда вот пытаюсь там уложить. Вот Жанна сказала, что нужно осушить регулярно. Даша, привет! Даша, мне кажется, 100 лет не заходила. Даша, где пропадала? Как дела, Даша? Аллочка, здравствуйте, добрый вечер. Да, Оля, вот я же говорю, очень здорово. У меня много друзей, которых еще со школы и с института, вот друзья, да, есть у нас. Но вот как бы, как вот мы сказали, в таком возрасте, да, уже когда постарше, уже больше знакомые, чем друзья. А мы тут такую нашли компанию еще, что прям, я не знаю, девчонки, у нас уже все забронировано до следующей весны. Мы тут мы где-нибудь встречаемся и сразу начинаем искать, куда чего. Слушайте, мне этот booking.com, да, я сейчас расскажу вам. Вот Ира немножко не это самое. Нам booking.com, да, кто-нибудь имел дело с этой компанией, да? Они мне вчера отменили просто бронирование без всякого предупреждения. Там нужно было доплатить
ну я не знаю, 180 евро, когда я уже больше 1000 мы заплатили за наше бронирование, нужно было доплатить 180. Причем хозяин виллы, с которым я общалась через booking.com, он мне сказал, эту сумму доплатите за 2 недели до приезда. И я совершенно спокойно сижу, без всяких. Я даже не зашла на booking.com. И это самое. И они мне взяли, мне главный хозяин этой виллы пишет, говорит, жаль, что вы отменили свое бронирование. Если у вас какие-то проблемы там с рейсами или что-то, напишите, мы все уладим. Я говорю, я ничего не отменяла, я ни сном, ни духом. Зашла на booking.com, а мое бронирование просто взяли и отменили, представляете? И мы вчера вечером, сегодня в этом самом, с волосами вот так стоя, в стрессе, все заново начали вот это все бронировать и все, потому что билет это взяты уже. Здравствуйте, Настя. Да-да, была занята переездом. Ага, все понятно, Даша. Помню, конечно, вы же у меня все записаны. Вы у меня все посчитаны, девочки. Вы что думаете, я кого-то из вас забыла? А нет. Я вот, кстати, вот я все надеюсь, что девчонки меня посмотрят. Мы еще с мужем недавно вспоминали. Люда, я вот честно забыла, Малюта или Милюта, с Украины девочка под каждым видео писала комментарии, и вот пропала совсем. Я надеюсь, что у нее все хорошо. И Зоя из Прибалтики. Зоя, где пропала тоже, то хоть бы отозвалась. Рита из Израиля, тоже у них там сейчас такая обстановка, не знаю, как у них там дела, надеюсь, что у них все хорошо. Вот хоть бы отозвались девочки, чтобы мы хоть знали, что как-то, что все у них нормально. А то знаете, как я вроде как их всех помню, иногда так смотришь комментарии, думаешь, ну, а как они? Ирма, ты знаешь, вот иногда, да вот я так и знала, что ты во Владике живешь, а я почему-то вот, знаешь, у меня какие-то вот бывают какие-то твои комментарии, и мне почему-то кажется, думаю, может, ты не в Осетии, может, ты просто в России живешь. Потом вот читаю вроде, нет, опять вроде на... Нет, я знаю, что ты наша, но как-то вот не могла никак я это самое зафиксировать у себя. Вот почему-то у меня как-то возникают иногда сомнения, что ты не это самое, не в Осетии живешь. Вот знаешь, главное, головой знаю, но как-то сомнения возникают. Спасибо большое, Настя, замечательно вы выглядите. Светочка Пономарева, здравствуйте, здравствуйте. Меня Таник надо мной смеется. Он говорит, ну я понимаю, что ты там причесалась, там и губы накрасила, да? А ты, говорит, духами-то зачем брызгаешься? Они говорят, откуда знают, ты надушилась или нет? Ты понимаешь, как, Ирма, бывает вот что-то в голове вот передается, и вот я знаю, что ты наша осетинка, что ты в Осетии живешь, а потом вот почему-то мне вот по каким-то комментариям у меня возникает вот такая идея, думаю, может, ты в России, потом нет, не в России, вроде да, не должна быть, вот как-то вот почему-то переедывает у меня, бывает, переклинивает. Я, Светочка, вам рада тоже. Ну, вот такие дела у нас. Ну что у меня? Слушайте, как длинно работаете, когда это после отпуска, да? Я работаю только 2 дня до следующего своего отпуска. И я вот сижу и думаю, ой, как бы мне не ходить на работу. Ну придется, никуда не денешься. До дома я в Осетии. Я, кстати, хочу поехать, когда поеду домой, во Владике хорошо, столько красивых девушек и женщин у вас, девочки. Ой, Даша, и не говори. Я, кстати, вот последний раз была, у меня не получилось вечером выйти на проспект. Там, девочки, у нас там танцы какие, там вот, я не знаю, там молодежь гуляет вечером, там музыка, огни, просто обалденно. Духи для настроения, да. В этот раз я поеду и сказала, обязательно пойдем, вечерком сходим с вами на проспект. Я вам, в принципе, вот в предыдущих видео показывала, парк показала, немножко так улицы, а вот проспект сам. Я, кстати, специально села на трамвай один день, думаю, проедусь по проспекту и поснимаю из окна. Ну, честно скажу, в автобусе, в трамвае такие окна были грязные, что я, наверное, 2 остановки проехала, вышла, думаю, ну что вот я и так, и сяк этот телефон пытаюсь, все равно то здесь пятно, то здесь полоска. Думаю, не. Вышла и вышла из автобуса и вот так вот пешочком немножко прошлась. Но нужно, конечно, вечером вообще, как красиво там. Там празднуют День города, 240 лет. Когда Жанчик празднуют? В октябре?
Ой, если попаду на День города, вообще, девчонки, это будет просто что-то. Да даже и без Дня города там каждый день красота такая. Надеюсь, погода будет хорошая. В марте очень было жарко. Вот мне было очень жарко. Я поехала в курс. А, сейчас, ну вот все, я прозевала все. Вот. Я поехала в такой куртке, она вроде как не очень теплая. Я в ней здесь, в Ирландии, хожу, но мне все равно было жарко. Не знаю, как будет погода. Я вот что хотела сказать, Ирма. Хочу, это самое, может, кто-то захочет встретиться, когда я поеду в Осетию, может быть, один день соберемся, и 21 сентября. Вот представьте, я уже забыла, когда День города. 21 сентября, да. Вот представляю, какая там красота, представляю, как там супер. Ну ладно. И так красиво, и так вам поснимаю красоту. Вот. Может, кто-то захочет пересечься где-то, кофейку попить, вживую пообщаться. Знаете, как бывает, вот я же всех вас как-то себе представляю, да, вот я же знаю, вот мне Галя пишет, когда, что внук попробовал, сын попробовал, я всегда вот это как-то, у меня картинка всегда в голове. Я вообще очень визуально хорошо запоминаю, вот, и это, иногда хочется вот так вот, знаете, я вас вижу по комментариям, под каждым видео вас вижу, комментарии ваши читаю, и хочется иногда посмотреть, а лицо какое. Потом, если увидеть человека вживую, поэтому потом всегда как-то, вот когда читаешь комментарии, ты как-то представляешь себе человека. Да, вот видишь, вот Ирма, мы уже с тобой встречаемся. Я в сообществе опубликую, посмотрю, как там у меня дела будут. Я еду маму навестить, вот, и посмотрю, что там, как дела будут, и тогда один день мы с вами пересечемся обязательно. И мне очень будет интересно. Ираидочка, привет! Не знала просто про стрим. Ты знаешь, я вот не знаю, девочки, как это работает вообще, как вот это работает. Я захожу на свой канал, я ставлю оповещение, да, заранее. И я захожу на свой канал, и я не всегда вижу, на телефоне я точно не вижу. Я вижу на айпаде тоже сегодня не видела. Только как-то вот потом, через какое-то время. Причем я ехала в машине с сыном, да, и на своем телефоне, я зашла на свой канал, я оповещения этого не видела. А сын зашел на канал, и на мой канал у него есть вот это было, висело оповещение. Поэтому я не знаю, что это самое, как это все работает. Я поэтому всегда пишу, еще в сообществе ставлю тоже, ну, это пост. 1 октября я еду, Ирма, ну, до конца месяца, почти до конца месяца, там 3 недели с хвостиком у меня получается. Если YouTube у нас с Нового года пропадет, что, Галь, говорят, что пропадет, да? Ну, я пока слышу, что это самое, что замедляют и замедляют, у кого-то работает, у кого-то не работает. Вы из Дублина. Домой летим из Дублина, да, Вика, из Дублина летим. В Италию летели из Шанана, это самое, домой только через Турцию и из Дублина. Вот, не знаю, что будет с этим ютубом, девочки. Я все-таки надеюсь, что не закроют его совсем. Я думаю, что не закроют. Я вот слышала, что Google готовит там какие-то обновления именно для России, поскольку Россия, ну, как бы была недовольна, как YouTube, как сказать, как YouTube, в общем, фильтрует, ну, новости, да, то есть как-то, ну, несправедливо, все мы это знаем. И вроде как Россия из-за этого начала замедлять YouTube. Но я слышала, что Google готовит какие-то обновления именно для России. Вот. Вроде не собираются блокировать. Я тоже надеюсь. Регина, мне кажется, девчонки, вот мне кажется, что YouTube это слишком большая платформа, чтобы в России от нее отказаться. Понимаете как? Ну а как доносить новости тогда? На какой платформе доносить новости? Facebook заблокирован. Facebook ерунда вообще там, ну, это даже разговора нет, да? Вот. Инстаграм это тоже ерунда, ерундовая платформа, ну, скажем так, новостная. Там новости вообще, ну, короче, мне кажется, там новости, я никогда не смотрю новости ни на Facebook. На Facebook я вообще уже полгода, наверное, не заходила. Я его периодически удаляю, потом девчонки что-нибудь скинут, я начинаю его опять загружать, чтобы посмотреть, что там девочки мне прислали. Вот так, потом опять его удаляю. Там такая ерунда, что даже разговора не стоит. И Инстаграм, мне кажется. Инстаграм это больше
ну, для блогеров. А вот новости, как? Я вот смотрю, наши осетинские там новости подписаны на каналы, но это все равно не это все равно не то. А YouTube, там сколько там новостей, где мы смотрим все новости, все события. Причем мы их смотрим, мы же их не только слушаем, мы их смотрим. Вот. Я думаю, что будет очень жалко отказаться от такой платформы. На Рутюбе я даже не знаю, Регина, я там открыла канал в свое время, вот в самом начале. Вот, видишь, как у Жанны исчезли комментарии, потом появились. Ну, бывает такое, что там глючит, да. Я вчера пыталась видео загружать, до 2 ночи мудохалась, никак не могла видео загрузить. Вот, оно у меня 100 раз пропадало, и вроде как оно загружается, потом раз, и его нету нигде. Приходилось опять начать загружать его. Вот. На Рутюбе я не знаю, блокируется и тоже замедляется. Видишь как, вот Рутюб, говорят, более или менее, ну, она, мне кажется, все равно не, ну, как бы, все равно она не сравнима с Ютубом по объему информации. Я там когда-то открыла, в самом начале открыла канал, но там была такая ерунда, ну, в общем, там было и видео не загрузить, и 100-500 проверок нужно было пройти, чтобы твое видео опубликовали, и поэтому я его забросила вообще, там, по-моему, у меня одно видео и все. Так, Жанна, я смотрела ваши видео из прошлой поездки в Алатик. Было здорово. В этот раз тоже непременно посмотрю. Снимайте, пожалуйста, побольше. Обязательно буду снимать, Юля, обязательно. Вот куда еще не сходила с вами вместе, вот туда обязательно пойдем. Обязательно поедем в центр, поедем. И дай бог будет хорошая погода, съездим куда-нибудь еще за город тоже. Покажу такие наши красивые места. Надеюсь, удастся поехать куда-нибудь. Я тоже все смотрела из прошлой поездки. Ну, я старалась снимать как можно больше. Ну, знаете как, я считаю, вот я сама с удовольствием смотрю, вот Жанна, когда снимала Осетию, мне так интересно было. Ну, во-первых, считай, когда долго не бываешь, интересно, какие новости, что там поменялось. Вот эти магазины, девчонки, что только в магазинах нету. Вот когда начинают говорить про санкции, да, мне всегда так интересно, думаю, про какие санкции они говорят. А если бы действительно еще санкции были, там чего только нет. Чего только нет. Вот я вам тогда показывала, там ирландские виски. Я, кстати, вот сейчас повезу с собой бутылку виски, но я не разбираюсь, даже не могу. Если вот, знаете как, если не открыть виски отсюда и виски российские, да, вот дома, и вот так прям сразу не попробовать, я разницу не могу отлить, ну, как бы не скажу. Вот, поэтому я не могу сказать, лучше или хуже. Вот, поэтому я повезу бутылку отсюда, и там точно такую же куплю, и мы ее проверим и посмотрим. Вот там то, что мы виски попробовали, да, просто купили чисто, давай попробуем, говорю, ну как бы, если уж совсем плохой, то это даже я пойму. Ну, был нормальный, хороший, вот, не знаю. Жанна, мама была у вас в Ирландии? Нет, но она не была. Она сейчас, кстати, очень сильно жалеет, но она не была. Она у меня такая, знаете, вот, очень такая, ну, ее очень трудно убедить в чем-то. Когда папа умер, мы ей говорили, говорю, мам, давай приезжай к нам, хотя бы на 3 месяца. Папа умер в январе, 1 января. Я говорю, приезжай на 3 месяца. Во-первых, побудешь с нами, там, ну, не будешь дома одна. Я говорю, летом вернешься, как раз 3 месяца пройдет, у нас визу на 3 месяца только давали, ну, туристическую в смысле. Мы тогда говорили только приехать. Вот, так она уперлась, мы ее все уговаривали, ее и соседи, и родственники, кто ее только не уговаривал. Она уперлась, сказала, не поеду, и все. А сейчас она уже, ну, по здоровью не потянет такой большой это, как сказать, длинный такой переезд, она уже не потянет. Если бы были прямые рейсы, у нас есть в Москве где остановиться, можно было прилететь в Москву, ей там отдохнуть, и потом прямым рейсом лететь в Ирландию, уже в Дублин. Но так она не потянет уже, уже возраст не тот, ей уже 83 года, уже не сможет. Вот. Не была. Душой тоже буду с вами в Осетии. Ну, мне всегда кажется, что люди, которые вот из Осетии живут где-то далеко, им всегда интересно посмотреть, что как. Да я сама уже, Регина, я честно, я иногда слушаю, и улицы я не узнаю, и где они, я уже не помню. Я всегда, когда едем, всегда подружку спрашиваю, Жанчик, а куда эта маршрутка идет? На какую маршрутку мне сесть? А в какую сторону мне сесть? Вот.
Через VPN. Оль, ну, вот смотрите, я считаю так, что человек, который привык, да, смотреть, ну, во-первых, и фильмы, и новости, и какие-то вот, ну, как сказать, и рецепты, и что сделать, как сделать на YouTube, всегда будет смотреть на YouTube. Ну, что там скачать VPN? Тем более масса вариантов бесплатных. Масса. Ну, я не знаю, сколько он стоит, девочки, я врать не буду, сколько стоит VPN, я не знаю. Может быть и дорого, но все равно же бесплатно, есть варианты. Можно бесплатно скачать и что-то смотреть. Ну, конечно, скачайте, пожалуйста, и смотрите мой канал. Но вообще вот так по жизни, да, вот мне же тоже интересно, что происходит за границей, да, вот я вот смотрю девочек из Америки, смотрю, и из Европы смотрю, я очень много смотрю поваров, как интересно же, как они готовят, что они готовят. Вот, ну как от этого отказаться? Я думаю, те, кто живет в России, вам же тоже это интересно. Виски – это самогонка, не парься. Анечка, приезжай-ка ты ко мне в гости, я тебя напою ирландским виски. Это самогонка. Это да, вот, но по вкусу мы покупаем Irish Cream ликер. Я люблю шоколадный. Попробуй шоколадный вот этот крем ликер. Мне очень нравится он. Сейчас я покажу. Если у меня еще есть. Если у меня еще есть. Конечно, у меня еще есть. Такой? Видно тебе? Ну-ка, смотри. Такой, да? Вот, это шоколадный. Видишь? Шоколад, да, шоколадный. Вот попробуй вот такой, Регина. Вот, попробуй. Очень вкусно шоколадный. Ой, девчонки, а я тут чего решила делать? Я решила сделать лимончелло сама. А Массимо мама Рита дала мне рецепт. Я немножко только сделала по-другому. Она сказала, что нужно настаивать вот эти корочки на алкоголе 48 часов. Они у меня настаиваются чуть дольше, потому что мне просто некогда ими заняться. Но она сказала, что можно и дольше. Но как минимум 48 часов. Все залила, все сделала. Будем делать с вами лимончелло. Я тебе пришлю картинку, а этот тоже поищу. Спасибо. Да, вот попробуй вот этот именно шоколадный. Ну, простой у нас тоже есть, продается, но я люблю вот именно вот такой. Вот. Вот такие дела, девчонки. Ну, что вам еще рассказать? Музычка моя, Мия, где она у меня тут? Вот она у меня тут спала. Мне нужно ей поставить. Помните, у меня, вот я вам показывала, у меня вот здесь сзади всегда были две кроватки для Мии и для Аби. Причем они всегда спали вместе. Вот, или в одной, ну, порознь тоже спали. Врать не буду, но очень часто спали они вместе. Мия категорически отказалась там спать. Вообще сказала, ни за что не лягу. И я их, хотя я все перестирала, я выбросила старые кроватки, оставила, я постоянно им новые покупаем, очень часто мы покупали, вот эти, знаете, есть такие антистресс, они называются, такие мягкие-мягкие, прям вот пушистенькие. Вот тем более, когда Аби уже, ну, постарела, мы начали покупать такие прям вот мягкие-мягкие. И как только она вот свяливалась, короче, ну вы поняли, да? Мы ей покупали новую, вот. Ой, про внучков сейчас расскажу. Вот, и я это самое, я их перестирала, убрала. Так это жучка, да, так и сказала, ни за что, говорит, не буду там лежать. И мы их убрали в гараж. А теперь вот она пошла, ну, на прошлой неделе она первый раз легла. Я думаю, ну все, значит, она уже, и она уже так сильно не мяукает. Боже мой, она мне все сердце разорвала, как она ее искала, эту Аби, это ужас. Про внучков расскажу. Ой, про внучков. А Ланчи говорит, Жанне показывала, еще когда мы там были, Жанне показывала, Элиш прислала нам смс-ку, говорит, а Ланчик спрашивает, бабуля приезжает in 3 more minutes, через 3 минуты, говорит, приезжает. Да-да-да, говорит ей, без перерыва, значит, да-да-да. Она через 3 минуты приедет, и я иду к ней домой. Я, говорит, ему говорю, не через 3 минуты, а через 3 дня, через 3 ночи. Она ему говорит, 3 more sleeps. Вот 3 раза поспишь, и тогда бабуля приедет. Ой. Мы в самолете еще сидели, в самолете. Она прислала смс-ку, во сколько вы приезжаете? Ребенок уже не может дождаться. Уже я 3 раза поспал, где бабуля? И мы вот прилетели, мы еще задержались
на час наш рейс задержался, мы сидели в самолете в самом, вот, и мы по дороге заехали в этот самый, Жанне вот показывала смс-ки, он говорит, хочу, голосовой мне скидывает, я хочу, бабуле, супчик и курочку, и treats, говорит, значит, сладости, вот, и пришлось заехать в магазин, купить курочку, чтобы ему сварить супчик, и, ну, сладости у нас как бы всегда ему есть. И это самое. Ну и что вы думаете? Вот он в среду, мы прилетели, в среду я его забрала, и они его только вчера вечером забрали, и то обманывали его, что это, ну не то, что они прям обманывали, но что надо в школу, у них же этот началось, ну, садик, вот, мне на работу надо, и вот так только его забрали, так рыдал горючими слезами, не пойду и все, говорит, вы сюда, говорит, приходите, маме своей говорит, вы, говорит, сюда приходите к бабуле в дом, и тут, говорит, будьте. Вот. А маленькая наша, ну вот немножко начала, я ей вчера это самое, сделала пюре картофельное, и ей вчера вот прям дала облизнуть его. Но ей всего 5 месяцев. И это, Элиш так села, говорит, я ничего не видела. Я, говорит, не видела. Но она, правда, она на грудном вскармливает, поэтому она так лизнула его, ну, выплюнула кусочек, ну, лизнула немножко. Но она тебя тоже бабулей называет, моя тоже, да. Да, вкус самогонки не забываем. Не забываем, нет, это что? Хоть виски, хоть не виски, вкус один, если добавки нет. Ну да, это я с тобой согласна, да. Вот, и это самое, она только-только вот начинают его. Сегодня мне пишет, я ей дала яблочко подержать, у нас с этим яблоки уже заканчиваются. Говорит, дала ей яблочко, говорит, подержать, полизать. Ну, говорит, вроде ничего. А у меня очень, не очень много, но есть у меня яблочное пюре. Я делала пюре без сахара. Вот. И вообще без всяких добавок, просто сварила яблоки. У меня есть рецепты, обалденно, девчата, кто еще вот деткам своим не делал, у кого есть яблоки, девочки, обязательно сделайте. Я, честно сказать, сама не ожидала, как получится. Но яблоки нужно, конечно, сладкие. Если яблоки кислые, то уже нужно сахар добавлять. А у меня были яблоки, вот в прошлом году было очень много сладких яблок. И сделала, да, мне не терпится, Регина, так хочется ей что-нибудь, кусочек чего-нибудь дать. Вот, и, ну, просто потому, что тогда проще ей у меня оставаться, и лишь хочет выйти там на работу, ей нужно какое-то количество часов отрабатывать каждое определенное время, каждые, по-моему, 26 недель ей нужно какое-то количество часов отрабатывать, чтобы у нее сохранялось и стаж, и пенсия, там все такое. Вот, и мы ее будем нянчить, и мы, и, ну, еще кто-нибудь, вот, когда я работаю. И, конечно, если она не на грудном вскармливании, будет гораздо проще. Вот. Что я хотела еще сказать? Да, вот что хотела сказать, девочки, у кого есть яблоки сладкие, да, и если вы не сделали такое пюре, обязательно сделайте. Слушайте, у меня его сын ест больше, чем Аланчик. Он просто... Я сначала делала маленькие баночки, думаю, ну, Аланчику на 2 раза. Думаю, как бы целую банку он не съест, а на 2 раза самое то. Так они мне банки приносили, сегодня заберут, завтра уже пустые банки приносят. Я начала в большие складывать, потому что так и поняла, что большой тоже кушает. Вот. И Элиш мне говорит, так ты, Марат, говорит, съедает, доедает всю банку. Аланчик там сколько съест, а Марат доедает. Поэтому я начала делать в больших банках. Девчонки, пюре получается просто суперское. Без сахара, без консервантов, вообще без ничего. Стерилизовать не надо, ничего не нужно. Просто сварили, перебили и в стерильные банки закатали. Отлично получается. Вот посмотрите на канале детское пюре, вообще просто суперское. Я, честно сказать, вот не ожидала сама, что получится так вкусно и так просто, самое главное, так просто. Вот, вкус самогонки. Анечка. Да, мне прям вот не терпится. Девочки, я никого не пропустила, всем ответила. Мы больше смотрим, да. Вот, что мне Жанчик тут написала где-то. Я пока только за 1,5-годовая племянница. Я присматриваю младшему всего месяц. Ой, у тебя новенький племянничек, у тебя родился, Регина, поздравляю. У меня, знаешь, эта фотография ты мне присылала с малышкой, с вашей, уже 1,5 года ей, да? Вот, она у меня сохранена. Я иногда смотрю, думаю, какая лапусечка растет. Интересно, как она выглядит. Завтра месяц. Ой, не успеешь оглянуться, как вырастут. Да, красавица, 1,5 годика уже. Уже ходит она у вас, разговаривает.
А, вот Ирма, что хотела сказать. Я сделала лимончелло, но надо было на спирте, а я сделала на водке. Спирта не было. Получился очень слабый, сладкий. Ирма, так все равно добавляют туда воду. Вот я привезла 96% спирт из Италии, и туда нужно воду добавлять 1 к 1. А знакомая у меня делает, которая мне, кстати, и подсказала идею сделать лимончелло, у нее муж итальянец, и она очень часто летает в этот, он тоже из Неаполя, и она говорит, я когда летаю в Неаполь, я всегда привожу лимоны. Вот эти вот, знаете, толстокожие такие, Жанна, скажи мне, из Палермо, да? Вот. Привозят алкоголь и привозят есть, Надя, я даже не знаю, есть ли у меня рецепт варенья с яблоками и лимоном. Я тебе отвечу. Напиши, пожалуйста, после стрима комментарий под этим видео, вот вопрос свой напиши под этим видео. Я посмотрю. У меня, по-моему, есть где-то просто вот, когда выходные, по-моему, видео про выходные, и там я варила, и там рецепта нет. Надь, там даже не нужно особого рецепта. Я тебе сейчас скажу рецепт, как я делаю. Вот. Соренто, да, Жанчик, Соренто. Вот оттуда она привозит лимоны и делает. Она добавляет воды, значит, на литр вот этого 96% спирта, ну, градусного, то есть, она добавляет 1,5 литра воды. То есть делает намного слабее. Арита, Массимо, мама, она сказала, что она добавляет 1 к 1. Вот так. У меня без воды. Тоже делала по рецепту итальянца на ютюбе. Ну вот, Ирма, смотри, вот Массимо мама делала раньше сама лимончелло, и она мне дала вот такой рецепт. Да. А вот эта девочка попробовала тоже я не пробовала ее лимончелло, но девочки мои попробовали, сказали не сравнить с магазином. Она делает литр на 1,5 литра воды на литр спирта. Сахара не знаю, сколько, спрошу потом у нее. Рита делает 1 к 1 и к 1. Литр спирта, литр воды, килограмм сахара. Вот я, наверное, так сделаю. Вот. Надя, смотри, этот сахар с лимоном и с лаймом. На килограмм яблок я добавляю 1 лимон и 1 лайм. Значит, яблочки нарезаю, если хочешь, можешь их очистить. Я их не чищу, шкурку не срезаю, потому что у меня яблоки свои. Вот, вычищаю серединку, понятно, да, мелко режу, снимаю кожицу с лимона, снимаю кожицу, вот эту вот цедру с лаймом, выдавливаю сок, добавляю сок. На килограмм сахара я кладу 800 грамм, на килограмм яблок я кладу 800 грамм сахара, плюс-минус примерно 50 грамм, если яблоки очень кислые, чуть-чуть больше, если прям сильно сладкие, то чуть-чуть меньше, от 750 грамм до 850 грамм, вот так вот. Ну, обычно 800 грамм я кладу, ну, вот на свои яблоки я уже знаю по сладости, вот. И вот так вот, значит, варю, пока яблоки не разварятся, блендером перебиваю, воду не добавляю. Никогда у меня получается джемы очень, у меня прям джем получается, очень-очень густой. Вот, воду не добавляю, просто перебиваю до гладкости и закатываю в стерильные баночки. Не стерилизую, потом уже банки с вареньем не стерилизую. Я стерилизую баночки в микроволновке в зависимости от размера от 4 до 6-7 минут. Вот так вот. Если прям маленькие баночки, 4 минуты стерилизую. Если побольше, вот я стерилизовала такие, ну, почти литровые, 90-граммовые, их я 6 минут стерилизую, 6-7 иногда. Вот. И все, и это самое, и раскладываю, прям крышки кипячу всегда. Прям ставлю, вот уже ставлю на 5 минут баночки, на 5 минут крышки, вот, чтобы они, и постоянно у меня кипит, крышки постоянно кипят. Я раскладываю варенье и прямо из кипящей воды достаю крышки, закрываю герметично, и вот они у меня, видите, вот так укутываю одеялами, и пока не остынут. Регина, я тебе даже не скажу, какой. У нас, по-моему, сорт называется Кати. Они такие, знаешь, у нас они очень красные, такие сладкие и хрустящие яблоки. Но как только они, значит, если их сорвать, они вообще не хранятся. Если их сорвать, они уже на второй день становятся мягкими, и на следующий день уже прям вот становятся такие, знаешь, прям вот
мощи. Вот прямо уже не хрустят совсем. Все равно они сладкие, вкусные, но они не хрустят. Вот только с дерева и это самое, и вот такие у меня яблоки. Ну, я мешаю. У меня какие упали с дерева, я те и кладу. Ликер лимончелло так пьют или нужно его с чем-то смешивать? Пожелтело уже? Жанчик, уже пожелтело, наверное, завтра разолью. Уже мне это самое просто... Сегодня уже сколько? Наверное, не успею, а завтра уже разведу тогда после работы. Регина, его пьют после обеда, его подают, считается для улучшения пищеварения. Вот его подают уже в конце. Даша, спасибо и вам, что вы смотрите. Кусочками, чтобы были, я делала те же самые яблоки, но я делаю, чтобы кусочками, делаю, значит, режу кусочками и в кипящий этот сироп бросаю, и вот как закипает сироп, бросаю туда яблоки и сразу выключаю, и оставляю на ночь, вот чтобы они пропитались сиропом. Какие-то, да, это ранние летние яблоки, да. Вот, и это самое. И вот они пропитываются сахаром за ночь, и большинство сортов, конечно, остаются такими дольками. Просто сухие в микроволновку или на пар. Нет, я делаю, Регина, я их мою, да, и прямо мокрыми кладу в микроволновку. И вот когда они высохнут, это значит, что вода закипела и испарилась. То есть, ну, уже считай, да, если вода кипела, это сколько? 100 градусов, да, получается? Вот так делаем. Надя, да, попробуйте. Осторожно с лаймом. Вот я сама когда делала, я делала 2 порции и в один добавила 2 лайма. Мне самой не очень понравилось, хотя покупателям понравилось очень. А вот мне вот это немножко горьковатый привкус лайма не очень понравился. Я бы лучше положила больше лимона. Поэтому положите 1 лимон, 1 лайм, попробуйте на вкус и потом уже на свой именно вкус, вот как вы любите, вы так вот и сделаете. Я бы положила чуть больше цедры лимона и сока лимона. Ранний лень. Да, спасибо за рецепты. Часто пользуюсь за стильно. Спасибо вам, Нона. Спасибо, мне очень приятно. А YouTube был когда-то хорошим, сейчас кривая платформа. Да, мне тоже так кажется, Галь, что не очень. Новости на каналах в Телеграме смотрят. Я тоже смотрю новости в Телеграме, но там больше я, честно сказать, больше читаю, чем смотрю. А вот YouTube у меня больше такая визуальная программа, визуальная эта платформа. Я на YouTube смотрю многих, даже иностранных корреспондентов, которые в гуще событий, так сказать, всех событий, вот которые на месте и которые показывают, вот, что творится там. Делала помидоры по вашему рецепту с Marigold. Надя, просто супер, обалденные, правда, получаются? Знаете что, не могу я найти такие вот больше. Главное, на картинке покупаю семена, на картинке такая же вот картинка, ну, такой же цветок, а вырастает календула вот такая, знаете, которая как ромашка, только желтая. Вот такие вот, представляете, вырастает. Яблочное варенье с ежевикой. Яблоки оставляла кусочками. Очень вкусное сочетание. Попробуй, если хочешь. Обязательно попробуй. У нас ежевика, по-моему, уже закончилась. Вот я так и не успела. Кстати, из ежевики я делала вот такой настойку. Сейчас покажу вам. Лучше лимон нарезать кусочками и убрать косточки, от них горечь. Ирма, если делать варенье, девочки, смотрите, если делаете варенье, это совсем другое. У меня всегда получается как повидло, как джем. Вот поэтому я только снимаю цедру и выжимаю сок. А если, конечно, делать такими кусочками, то можно и, конечно, кружочками резать. Вот. Так, ответила всем, девочки, на вопросы. Сейчас покажу вам, что у меня с ежевикой. Смотрите, какая красота. Это джин. Извините за красоту, вот за эту некрасивую перчатку, но просто нужно было заткнуть прям сильно-сильно. Слушайте, я даже забыла, когда я вот это поставила. Уже, наверное, месяц стоит. Нигде не написала. Месяц стоит. Где-то у меня записано. Вот. Купила джин. Вы же знаете, да, я вам когда-то говорила, что я, когда куда-то еду, я всегда покупаю напитки, те, которые изготовлены именно в этом регионе, да, либо в этом городе, либо вот прямо в этом регионе. Купила джин, а нашим как-то вот он не понравился. Ну, мы вообще
джин не особо пьем. Ни друзья мои, ни дома тоже мы. Ну, дома мы вообще крепкий как бы не пьем, только если вот ребята приходят. Вот. Я думаю, ну что его, этот джин, не выбросить же. Решила вот с ежевикой настоять. Посмотрим, что получится. Я в этом году, Регина, сделала яблоко с клюквой, сделала яблоко с лимоном, с лаймом, яблоко сделала с апельсином, вот тоже очень получилось вкусно. И сделала еще яблоко, у меня были свои мои замороженные фрукты, вот такие, знаете, смесь, вот немножко красной смородины, знаете, как вот ни туда, ни сюда. Когда остается, я замораживаю. Вот у меня была чуть-чуть красной смородины, чуть-чуть черной смородины, там пара клубничек туда же попала. Ну, короче, вот так вот смесь собрала и вот туда же поставила, и туда все смешала с яблоками. Вот Танюша пришла, кубанское подворье. Привет, привет. С остановками попала на эфир. Таня, очень приятно тебя видеть. На китайском планшете YouTube при VPN не работает. А как работает, Галь? Без VPN работает? Надя, клюкву покупаю всегда. Вот сейчас ее нигде не могу найти, клюкву. Нету нигде, даже замороженная нет. Клюкву покупаю после Рождества, ну, в смысле, то, что мне нужно бывает, я покупаю до Рождества, да, а после Рождества она бывает, она продается буквально за копейки, и я покупаю 3, 4, 5 даже вот этих, ну, знаете, вот эти пластиковые контейнеры и замораживаю ее. Вот я очень люблю и клюквенный компотик, и, ну, и варенье, вот, и, как его сказать, клюквенный соус тоже. Я сама варю клюквенный соус, очень вкусно получается. Вот, так что это, я сделала вот варенье с низким содержанием сахара. Меня просили варенье, ну, не очень сладкое. Я говорю, ну, как не очень сладкое? Как так? Варенье и не очень сладкое. Ну как так можно, да? Варенье должно быть сладкое. Сделала вот такие баночки, девочки, 40 грамм здесь. Вот такой вот. Написала рождественский джем. Здесь сахар с клюквой. Мало сахара, яблоко с клюквой. Вот сегодня знакомая одной отнесла, говорю, попробуй, если захочется тебе. Представьте, девочки, мне одна из наших медсестер говорит, мы, говорит, за границей ели яблочное варенье, и, говорит, никак не можем в Ирландии такое найти. Я ни разу не видела. Вот кто, девочки, смотрит из региона, вот где-то вот за границей, вы когда-нибудь видели яблочный джем в магазинах? У нас я ни разу не видела. Вот. И она вспоминала и говорит это, у мужа, говорит, спрошу, какое было варенье, говорит, потому что не помню. Обычное яблочное варенье с корицей, представляете? Она его не может в Ирландии найти. Я говорю, господи, я тебе наварю ведро этого варенья с корицей. Фисташковый ликер. Ой, этот фисташковый ликер, я даже, ну вы догадаетесь про фисташковый ликер, сколько мы над ним смеялись, да, над ним только названием. Вот, видишь, как Надя, тоже нету, в Ирландии тоже нету яблочного варенья. Вот, нет, фисташковый ликер, Жанчики, я не потяну. Есть, у меня есть фисташковый ликерчик. Но лимончелло, конечно, это святое, скажем так. Вот, так что, Надя, если вы в Англии, да, вы после Рождества, я не знаю, как у вас в Англии, ирландцы клюкву после Рождества не едят. Она будет буквально на скидках за копейки. Я ее всегда беру, она самая дешевая, по-моему, в Алди бывает. Я вот прямо сторожу, после Рождества сразу иду специально за клюквой. Покупаю 3-4, я же говорю, покупаю много. Сколько у меня помещается в этот момент в морозилку, столько и беру. И она у меня хранится вот, до следующего сезона даже спокойно. А что и будет замороженной? Вот такие дела. Да, яблочное варенье. Вот как вам послать, Надя, яблочное варенье? Я бы вам с удовольствием послала. А вам сварить никак? Может быть, сварите? Да, вот попробуйте сварить. Я сделала обычное яблочное варенье с корицей. Добавляю чуть-чуть гвоздички, вот прям на кончике. Ну, в зависимости, понятно, сколько вы варите, да, варенье. Прям на кончике ножа добавьте или ложечки добавьте гвоздики молотой. Слушайте, когда открываете вот так банку, да, такой аромат, супер.
Обожаю клюкву. Вот, Надя, тогда покупайте после Рождества и это самое, и замораживайте. У нас вот ее сейчас нет даже замороженной, и нету нигде ее. Знаете, как даже вот есть вот эти магазины, да, овощные, где только овощи, ягоды, овощи продают, нету у них. Я даже в польских магазинах посмотрела, в польских, литовских нету нигде клюквы. Ну, тоже сезонный продукт. Ну, и честно, в Ирландии она не популярная ягода, только на Рождество. И то, сейчас уже народ такой разбалованный, знаете, они покупают этот клюквенный соус покупной. Стоит вот эта баночка, вот такусенькая баночка, стоит почти 4 евро. Господи, за 4 евро можно купить вот эти полкилограмма ягод и сварить ведро этого соуса. Вот, правильно, правильно, Регина. Что не можем найти, варим сами. Я когда, кстати, на рынок вышла, да, я, по-моему, вам говорила в прошлом стриме, я когда вышла, у меня было много баночек таких пробных, да, ну, те, что не заполнились, я их просто взяла с собой и давала попробовать. Ну, даже кто не покупал, все равно говорю, ну, попробуйте, вы же не обязательно покупать, но вы же, я прям спрашивала, говорю, вы когда-нибудь пробовали яблочное варенье с апельсином? Или там с лимоном, или с лаймом? Там, они говорят, нет. Я говорю, ну, вот попробуйте хотя бы, я же вас не заставляю покупать, просто попробуйте. Делаем, варим сами, да-да-да. Ой, этот писташковый ликер. Да, косточки тоже, да, косточки убираю и белые. Ну, в общем, только цедру снимаю, Ирма. Ну все, девчонки, что вам еще рассказать? Задавайте вопросы, если какие-то есть вопросы. Спрашивайте. Вот. Приеду, из дома приеду, будем убирать теплицу. Я хочу теплицу свою полностью, вот, полностью очистить. То, что у меня там растет тархун, вот тархун, наверное, придется закрыть целлофановым пакетом. Ну, если уже он погибнет, я не знаю. Больше ничего ему не могу сделать. Все, хочу там клубнику, мне нужно. Клубнику тоже нужно почистить. Все хочу там убрать. Этот закрою. Как его, тархун закрою и хочу поставить серную шашку, помою теплицу, все, и мне нужно грядки, это самое, удобрить, они у меня, удобрить, они у меня очень, это самое, земля очень стала уже бедная, нужно и навоз туда покидать, и, Регина, у нас инсайдерская шутка про этот, замени первую букву, и ты поймешь, меня YouTube забанит, если я тебе скажу слово, вот. Вот такой у нас ликер. И мы над ним смеялись. И помнишь, была это, я не могу такое даже сказать, пейзаж осени. Девочка говорила, мы сегодня рисовали пейзаж осени, только она пейзаж произносила совсем по-другому. И это, они, по-моему, там миллионы просмотров набрали. Вот у нас также был фисташковый ликер. Как ходьба спортивная? Снимайте нам для мотивации. Снимала, ходила, честно. Ну, еще не собрала это видео, снимала. Я пошла, когда это пошла? В пятницу. Я поехала в другое совсем место, не в тот парк, который рядом со мной, а просто я поехала на шопинг, заехала на работу, мне нужно было забрать, там крышечки мне принес, один из наших медбратьев принес крышки, он продает свою эту пасеку, и у него остались банки и крышки. Вот он мне банки привез раньше, а крышки только вот в пятницу. Я их забирала, и там у нас шикарный парк. Мы там были с вами когда-то давно уже, я снимала там, ну вот там прогулялась, тоже походила. Вот. Не, огород уже закончился, Ирма. Огород уже так. Ну, а что тут по мелочи, по мелочи? Привет, Жанна. Я так и не нашла варенье или джем из перца. Ты как-то сказала, что купила в Lidl. Заказала точно такая же этикетка, прислали перец, нарезанный кусочками. Ты знаешь, нету уже. Я тоже его давно не видела. Вот как мне с тобой связаться? Напиши мне на Инстаграм, пожалуйста, чтобы я знала, что это ты. И как только я увижу, я тебе на Инстаграм напишу, и ты тогда посмотри, потому что наверняка он бывает во всех Лидлах одновременно как-то, да? Знаешь, как там вот бывают завоз? Вот сейчас там итальянская, девчонки, ну вот, слушайте, все равно, вот сейчас у нас итальянские продукты завезли, да? Массимо
так понравилась шоколадная паста итальянская, девчонки. Представляете, шоколадная паста с орехами. Он ее попробовал у нас. Мы ее не можем больше купить. Я всем девчонкам заказала, сказала, девочки, кто увидит, фотографию послала им. Я говорю, кто увидит вот такую вот пасту, я ему куплю, коробку отправлю. Мы не можем ее найти, представляете? Она вот, они просто перестали завозить и все. Точно так же с помидорами вялеными. Я покупала вот эти маленькие упаковочки, там все пропали и все. Вот для hot pepper jelly. Ну да, он jelly или джем. У нас джем называется, Регина. Вот про это мы и говорим. Hot pepper jam у нас он называется. А вот, кстати, попробовать самой сделать. Это интересно, что получится. Напиши мне. О, у меня нет Инстаграм. А на Телеграм можешь написать? Тогда на Телеграм напиши, чтобы я с тобой, ну как бы, чтобы, допустим, вот если я в магазине увидела, чтобы я могла тебе написать, сказать, беги срочно в магазин, вот появилась. Ее в Италии. Так вот в чем-то и дело, Жанчик. Ее в Италии нет, ее только привозят к нам, завозили. Причем ее было, вот этой пасты, этой шоколадной пасты, у нас ее было, она лежала у нас там каждый, ну постоянно была в Lidl. Вот как только нам захотелось, все, пропало все. Видишь, как на имейл тебе написать, да, это пока ты его увидишь, пока ты его прочитаешь. Не знаю. Ну, не знаю, чем, что сказать. В интернете, в Ютубе тоже не всегда я сразу вижу комментарии. Если нет обращения именно ко мне, то я... А как тебе попасть? Знаешь, как ко мне попасть? Зайди на главную страницу на мой канал, вот после стрима, зайди на главную страницу, и там есть описание канала. Вот в описании канала там есть ссылка на Инстаграм и на Телеграм тоже. И зайди на Телеграм, напиши, что это ты, чтобы я знала, кому писать. Это типа нутеллы. Да, Регина, это типа нутеллы с орехами, с этими, лесными орехами, hazelnut. Вот. Но она просто очень была вкусная, очень. И у нее консистенция не такая, как нутелла. Я нутеллу не очень люблю. Она, как мне кажется, очень как-то химически мягкая. Слишком даже, ну как бы слишком мягкая, нежная она. А это вот именно как вот шоколадная паста. Слушайте, заговорили про пасту. Помните, девчонки, я когда-то делала шоколадную пасту с бананом. Какая вкуснятина. Надо сделать опять. Из Сербии привозим Еврокрем, называется. Такую пасту вкуснее нутелла, да? И, кстати, у кого есть гриб чайный, девочки? Я делала чайный гриб у меня, знаете, с чем? Чай делаю этот passion fruit. Маракуйя, да? Passion fruit. Вот в польских магазинах он продается, вот этот чай. Мы его купили, он нам жутко не понравился. Вот на вкус как чай не понравился. А чайный гриб получается просто такой вкусный. На Телеграме так я и называюсь, как вот на Ютубе называюсь Амон Жизнь в Ирландии. В Телеграме я тоже так же и называюсь. Да, также называется канал. Ну, он там не канал, я его тоже... Вот, девчонки, переписываемся мы иногда с девочками. Там, если вопросы какие-то, у меня вот Нина, не знаю, Нина, здесь ты или нет? Наверное, нет. Она мне присылает, она печет хлеб, тоже на закваске разные, присылает мне фотографии и как бы рецепты. Ну, не то, что рецепты, а просто рассказывает. Такой хлеб сделала. Вот. Ну что, девчата, я в прошлом стриме пообещала девчонке сделать эту закваску и хлеб безглютеновый. Девочки, кто ждет, я не забыла. Просто я, знаете, почему даже не начала делать, потому что я не знаю, как она хранится. Вот, поэтому, когда вернусь из отпуска, начну делать закваску безглютеновую и начнем печь безглютеновый хлеб. И прямо половину сделаю, половину отложу, в холодильник поставлю и буду смотреть, как она хранится. Вот что с ней, например, случится, если если не подкормить ее какое-то время, вот чтобы, ну, как бы для чистоты эксперимента. Жанна с Ирландии привезла. Вот, ну, вот, я бы привезла.
еще тебе. Но нету уже, Жанчик, нету. А мне Жанна с Италии прислала вяленые томаты. Вы можете себе огромную коробку. Ну, потому что здесь таких нет уже в Lidl. То я покупала, вот они без масла. То, что я купила с маслом, во-первых, эти коробки такие коммерческие, большие, да, и, во-вторых, они с маслом. А если с маслом добавлять, ну, вы знаете, да, хлеб на закваске, уже консистенция меняется. То есть это масло, ну, как я его не отжимала, как я эти помидоры не отцеживала вот это масло, они все равно влажные, и получается вкусно. Я ничего не хочу сказать, получается хлеб, но консистенция совсем другая. И вот мне Жаночка бедная бегала по жаре 40 градусов, искала мне вяленые томаты, прислала мне целую коробку. Вот. Ой, девчонки, я тут еще шоколад решила делать. Ой. Вчера пошла в магазин, в оптовый магазин, хотела посмотреть, сколько стоит, значит, шоколадные капли и сколько стоит масло какао, да, для приготовления шоколада. Зашла сначала на Wildberries, девочки, от 13 рублей до 200. Вот этот темперированный шоколад. Ну, от 13 рублей там глазурь шоколадная продается, и капли шоколадные для шоколада тоже можно их сделать. Ну, смотрите, от 13 рублей, да, это сколько в евро получается? Мне даже страшно. Но 200 рублей, самый такой более или менее дорогой, это сколько сейчас и это евро стоит, я даже не знаю. Короче, ну пусть скажем 3 евро, да. Я туда пошла. Девчонки, 4 килограмма масла какао 170 евро. 4 килограмма, да, вот считайте, сколько килограмм стоит. А капли эти от 33 евро до 50-60. Вот смотрите, какие конфетки я сделала. Но они у меня тают. Я их не положила в холодильник специально, чтобы посмотреть, что с ними будет. Такие, видите, конфетки. Эти новогодние у меня, эти формочка новогодняя. Они, вот смотрите, в руках тают. А вот так на тарелке, вот видите, на тарелке не тают. Это с кокосовым маслом. То есть мне нужен шоколад сюда, темперированный, да, темперированный, что называется, да, тот, который не тает. Но вот смотрите, эти конфетки нужно хранить в холодильнике. А я специально, когда я их сделала, позавчера вечером я их сделала, с Аланчиком мы делали. Вот я их специально оставила, половину уже съели, конечно. Вот я их специально оставила на кухне посмотреть, как они расплывутся или нет на тарелке. Нет, не расплылись они. Ну просто в руках, когда в руки берешь, в руках они, конечно, тают. Вот. Их нужно хранить в холодильнике, из холодильника прям есть. А так формочки такие красивые, крисмасовские получились. Вот сам шоколад я сделала по рецепту, первый раз сделала. По рецепту не очень понравилось, не очень сладко. Мне лично было не очень сладко. Я бы сделала чуть послаще. Добрый вечер, Анечка. Мы уже прощаемся, Аня. Вот. Мы уже прощаемся, я уже больше часа, девчонки, тараторю. Вот. Вот такие дела. Кому не ответила, отзовитесь. Вот, нету. Ой, девчонки, еще сделала яблоко с виноградом. Вот еще вам идея. Яблоко с виноградом. Значит, яблоко делаю точно так же, как рассказала. То есть очищаю серединку, нарезаю. Можете срезать шкурку. Получится более такая нежная консистенция. Я не срезаю шкурку, я просто перебиваю блендером и все. Соседка угостила меня виноградом, а он был недозрелый. Вот, и я, значит, что сделала? Я вот чуть-чуть добавила воды, поварила, вот прям буквально чуть-чуть каплю, чтобы ну, не пригорело. Чуть-чуть поварила, чтобы размягчить, протерла через сито, и вот с этим сделала яблоко. Получилось, ну, как яблочно-виноградное варенье. Получилось, как вот для сыра, про сырную тарелку написали девчонки, вот это, Регина. Вот, и я для сыра просто суперски получилось, прям обалденно. И сделала еще, потом она мне еще дала вот такой небольшой тазик, такую мисочку, уже дозрелый виноград, девчонки. Вот как, вот говорят же, не было бабе хлопот, да? Значит, она мне говорит, возьми, я же, говорит, ну, пропадает виноград. Я его принесла. У меня соковыжималка, выжали из нее сок. Этот сок, короче, ну, плохо выжимается из винограда почему-то. В общем, вот этот жмых, который остался, я его еще через ситечко пропустила, отжала как следует. Ну и получилось
Тоже вкусно, вкусно, Регина, но только вот эти косточки, я не люблю вот эти косточки виноградные. Можно, конечно, сделать именно из-за косточек, поскольку виноград был с косточками. Короче, я этот жмых отжала еще, и получился сок с мякотью. Я его чуть-чуть вскипятила. Эта мякоть, девчонки, такая некрасивая, она прям сверху так села, да, как будто вот еще виноград не прям сильно черный, а такой, знаете, красноватый, как грязь сверху. Боже мой, я на него посмотрела, думаю, что вот это, что с ним делать? Ну и что, я думаете, я сделала? Процедила его через марлю, получился кристально такой розовый, ну, красноватый сок, обалденнейший. Чуть-чуть добавила сахара, и получился у меня сок виноградный. Думаю, ну вот, да. Да-да, косточки лишние, конечно. Если виноград без косточек, то можно, конечно, и целиком. Вкусно, да. Вот получилось такое желе как бы для сырной тарелки. Ну ладно, девчонки, давайте. Мальчишек нету сегодня, то они всегда возмущаются, что я все время говорю, к девочкам обращаюсь, к мальчикам нет. Вот, обращаюсь сегодня к мальчикам, а они не пришли. Вот так. Так что, девчата, спасибо вам всем, кто зашел, кто нашел время заглянуть на огонек. Вот, буду снимать, буду продолжать стараться радовать вас рецептами какими-то, показывать вам, чем занимаемся мы, что делаем, в отпуске что делаем. Так что не теряйтесь, заходите. Я понимаю, что трудно сейчас это со всеми этими событиями, с этим ютубом. Вот. Ну, у кого есть возможность, девчонки, заходите, не теряйтесь. Я вам всем всегда рада. Всего, всем спокойной ночи, девчата. Всем пока.